Привет! Сегодня разберемся, какие вообще есть способы копировать объекты в JavaScript. Посмотрим, как они ведут себя с разными типами данных, оценим производительность каждого из способа путем запуска бенчмарка и в конце разберем практический кейс, где глубокое копирование не просто бесполезно, а реально может навредить производительности приложения. Давайте очень быстро вспомним основы. Если мы создаем объект и присваиваем его какой-то переменной, то в этой переменной на самом деле будет храниться ссылка на этот объект. Если мы другой переменной присваиваем эту переменную, то обе переменные будут хранить ссылку на один и тот же объект. Следовательно, переменная x у них будет общая, и эти две переменные, они тождественно равны, потому что являются ссылкой на один и тот же объект. Для того, чтобы выполнить копирование объекта, можно использовать оператор spread. Он возьмет все поля из исходного объекта и переложит их в новый объект. Таким образом, у нас создается два разных объекта, и в переменных будут записаны две разных ссылки на два разных объекта. Таким образом, они будут не равны, и изменяя переменную x в одном объекте, во втором она будет оставаться неизменной. Теперь представим, что у нашего исходного объекта есть поле, которое является тоже объектом. В таком случае, если мы будем применять оператор spread, у нас новый объект, мы положим поле nested, у которого будет опять же ссылка на все тот же объект. Таким образом, если мы меняем поле value у объекта nested, который находится во втором объекте, то и в исходном объекте это значение также поменяется. Если мы выполним сравнение двух полей nested у разных объектов, они будут тождественно равны, потому что они будут ссылаться на один и тот же объект. Так происходит, потому что оператор spread, он делает копирование только на первом уровне. Аналогичным способом у нас будет работать Object Assign. Сюда первым аргументом передается объект, который необходимо скопировать, и вторым параметром передается объект, из которого необходимо скопировать поля. И в результате он возвращает новый объект. То есть оба способа делают лишь поверхностное копирование объекта. Если мы хотим выполнить глубокое копирование, то нам необходимо применять оператор spread не только для самого исходного объекта, но и для его вложенного объекта. То есть в данном случае мы создаем объект nested и для него тоже делаем копирование при помощи оператора spread. В таком случае в обоих объектах ссылки на nested будут разными. Аналогично мы работаем и с массивами. Например, у нас есть вложенный array, у него в качестве значений будут объекты. Для того, чтобы нам выполнить полное глубокое копирование всего исходного объекта, необходимо выполнить оператор spread для самого объекта. Дальше мы пробегаемся по вложенному массиву при помощи функции map. И здесь мы для каждого его элемента тоже выполняем оператор spread. В таком случае ссылки на массивы будут разными. И если мы сравним первые элементы этих массивов, они тоже будут разными. Таким образом, мы можем выполнить глубокое копирование. А что если у нас какой-то сложный объект, и нам лень писать все вот эти операторы spread и писать, создавать огромную конструкцию? Раньше был популярный такой способ, когда мы сначала делали сериализацию, а потом десериализацию при помощи JSON Stringify и JSON Parse. И вот давайте запустим этот пример, где мы будем на консоль выводить исходный наш объект и клон. Выполняем, и что мы видим? У нас в исходном объекте был not a number, infinity, data, map, set, regex, значение undefined, функция. А теперь смотрим, что у нас в клоне. Not a number у нас стал просто null, infinity у нас тоже null, date у нас превратилась в строку, значение для map и set у нас потеряны, для regex тоже значение потеряно, function и undefined значения, которые были в исходном объекте, вообще пропали. То есть такой способ, он опасный и не работает с огромным количеством разных данных. Примерно в 2021-2022 годах у нас появилась новая функция, это structured clone, которая позволяет нам сделать глубокое копирование объекта в одну строчку. Давайте запустим этот пример. Вот, что мы видим, в принципе, объект полностью скопировался, и все данные сохранены в исходном виде. И единственный нюанс здесь заключается лишь в том, что я изменил переменную function и сделал ее undefined. Почему? Потому что structured clone не работает с функциями. Если я закомментирую эту строчку кода и попробую еще раз вызвать метод structured clone, у нас будет падать вот такая ошибка. Теперь нам необходимо определиться, что мы тестируем и как мы тестируем.
Мы будем тестировать поверхностное копирование при помощи оператора spread, поверхностное копирование при помощи Object-Assign, глубокое копирование при помощи parse и stringify, structured clone и глубокое копирование при помощи операторов spread. Оно выглядит вот таким образом. Я уже знаю, какая структура данных, и поэтому я могу на каждом уровне выполнить глубокое копирование всех объектов и массивов. Тестировать производительность мы будем при помощи функции benchmark. Она принимает первым параметром название самого бенчмарка и вторым параметром функцию копирования. Давайте ознакомимся с реализацией этой функции. Здесь мы генерируем наш benchmark object. У нас есть отдельная функция, которая это делает. Вот она. Структура данных выглядит примерно вот таким образом. У нас есть массив items. Это на самом деле посты. Их будет 200 штук. И у каждого поста будет по 200 комментариев. Ну и плюс тут еще на разных уровнях разные дополнительные поля. И наш бенчмарк, он будет применять клон-функцию, которая сюда передается, и будет он применять ее к нашему сгенерированному объекту. Для начала мы эту функцию прогреваем, дальше мы запоминаем время начала выполнения, нам необходимо будет запомнить последний клон, и дальше мы выполняем эту функцию в цикле несколько раз, ну в данном случае 200 раз, для того, чтобы усреднить данные. Прогнав нашу функцию копирования 200 раз, мы запоминаем время окончания выполнения функции, проверяем, что у нас исходный объект и его клон идентичны, для того, чтобы убедиться, что наша функция клонирования работает корректно, и все это логируем. Функция isDeepStrictEqual — это Node.js функция, она помогает глубоко сравнить два объекта и определить их равенство. И в результате, если оба объекта идентичны, у нас будет возвращено значение true. Теперь давайте запустим наш бенчмарк и посмотрим на результат. Ну, мы сразу видим, что у нас поверхностное копирование отработало очень быстро. Значение здесь просто на уровне погрешности 0,02 миллисекунды и 0,01 миллисекунда. Для spread и Object Assign соответственно. А вот JSON клон у нас отработал 11,5 секунд, что очень много. При этом мы видим, что у нас объекты получились не идентичны. Оно и понятно, потому что, как мы уже выше разобрали, при таком способе клонирования у нас теряется огромное количество данных. Дальше у нас отработал метод structureClone. Его выполнение у нас заняло 5,5 секунд. И глубокое клонирование при помощи оператора spread у нас заняло примерно 3/4 секунды, что существенно быстрее, чем structured clone. И на самом деле это естественно, потому что structured clone не знает, какая именно структура данных в него будет передана. Он проверяет разные типы данных и в целом выполняет гораздо больше работы, чтобы быть универсальным. В то время как ручное глубокое клонирование при помощи оператора spread, оно заточено под конкретную структуру данных. Поэтому производительность такого способа будет существенно выше. Иными словами, structured clone — это далеко не волшебная таблетка. А в каком случае глубокое копирование не просто чуть-чуть медленнее работает, а убивает производительность? У меня есть небольшое приложение на React. Здесь я отрисовываю карточки, и у меня есть две кнопки. При нажатии на одну кнопку у меня происходит поверхностное копирование и изменение первого элемента. При нажатии на вторую кнопку у меня происходит глубокое копирование, и я тоже меняю только первый элемент. Генерация карточек выглядит вот таким образом, то есть есть функция generate item, и здесь у меня генерируется некоторое количество карточек. Для наглядности я определил размер в 2000. Сама карточка выглядит следующим образом. Это просто React компонент. И здесь я добавил вывод на консоль, что у нас отрисовывается карточка с определенным идентификатором. Вот так выглядят эти карточки. Просто рандомно сгенерированный набор данных и две кнопки. Кнопка, при нажатии на которую происходит поверхностное копирование, и кнопка, при нажатии на которую происходит глубокое копирование. Давайте сначала нажмем на первую кнопку, и мы видим на консоли, что у нас перерисовался только первый элемент, потому что мы сделали поверхностное копирование и изменили только первый элемент. Можем нажать еще несколько раз, видим, что у нас меняется вот это вот значение. А теперь мы нажмем на глубокое копирование. И мы видим, что у нас все элементы перерисовываются, и до тех пор, пока они все не перерисуются, у нас вот это значение не обновляется. То есть у нас застывает UI. Нажмем еще раз.
и видим, что аж до сих пор у нас не обновлялось это значение. И здесь дело не в том, что операция глубокого копирования занимает немного больше времени, а в том, что мы при помощи глубокого копирования поменяли ссылки на все объекты, и из этого React вынужден перерисовывать все элементы. В итоге можно сказать следующее. Первое. Spread, JSON и Structured Clone. Это разные инструменты, а не взаимозаменяемые способы просто скопировать объект. Второе, ручное глубокое копирование через спред в бенчмарке оказалось самым быстрым, но только потому, что это специализированный код под конкретную структуру. Третье, и это главное, даже самый быстрый deep-клон может быть вредным. В React-примере задержки появились не потому, что клон медленный, а потому, что создаются новые ссылки. React считает, что изменился весь объект, происходит перерисовка всего дерева, и чем больше структура, тем хуже. На этом у меня все. Буду благодарен, если поделитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.